Добрый дзень, шаноўныя сябры. Хаця адкуль ён можа быць добры з такой рэчаіснасцю. Вельмі шмат атрымоўваю ад вас актыўнасці, а, як самі ведаеце, неабыякавасць гэта пачатак перамен. Багата якіх вашых зваротаў і скаргаў я не публішу, таму што вы самі бачыце, што тое, што вас хвалюе, ім абсалютна пофігу. Ну, а тое, што сёння вы пачуеце, вельмі мяне уразіла. І сама праблема, і то, што чалавек згадзіўся стаць публічным, адкрыта распавесці аб праблеме, не хаваючы твар. Дзякуй яму вялікі. Магчыма, ягоны зварот кагосьці выратуе. Важна, ён двойчы з нагоды гэтай праблемы звяртаўся ў офіс Святланы Ціхановскай і двойчы не атрымаў адказу. Ну і потым пісаў пад пастамі пераходнага кабінета і пад пастамі Паўла Лібера, які стварыў гэтую праблему, але цішыня. Праблему хацелі замяць, але не атрымалася. Ведаю, што вы скажаце, нічога новага, сколькі ўжо такога было. Ну а Павел Лібер, конечно же, на сваі праекты грантавых денег не прывлікаў. Як заўсёды, працуе на свае кроўныя. Ловим на слове. Всем здравствуйте, меня зовут Алексей. Я хочу сообщить важную информацию о взломе платформы Павла Либера «Новая Беларусь» и угрозах безопасности белорусам. С 2024 года я работал на аутсорсе в команде Павла Либера в проекте «Новая Беларусь». В мои обязанности входило администрирование отдельных блоков и разработка небольших программных модулей. Оплата у меня была небольшая, в основном все на волонтерских началах. В начале 25-го платформа «Новая Беларусь» была взломана. На почтовый ящик команды поступило электронное письмо с требованием перевода 1 биткоина за восстановление доступа. Как мы потом поняли, все данные пользователей были скопированы. Павел и другие руководители проекта лично проверили эту информацию и действительно зафиксировали факт взлома. В эту ночь в основном чате начались споры, что нужно сделать и как поступить в этой ситуации. Брат Павла Либера Виталий предложил сделать официальное заявление в СМИ и распространить эту информацию как можно шире, чтобы обезопасить белорусов. Так, по нашим оценкам, около 20% пользователей по-прежнему оставались в Беларуси. Насколько я знаю, такой же позиции придерживались и другие партнеры Павла, которые тоже узнали о взломе. Но Павел, скорее всего, посоветовавшись с офисом и своими кураторами, несмотря на очевидную угрозу, принял решение все скрыть. Он запретил под угрозой депортации, проблемы с документами, что-либо говорить о взломе. На утро вся информация была удалена из общего чата. С каждым отдельно провели беседу. Насколько я понял, причиной взлома являлся низкий уровень безопасности приложения, потому что все делалось как на коленке. Специально не приглашали серьезные специалисты. Со слов Виталия, от европейских заказчиков на реализацию было получено около 100 тысяч евро, и сразу потом проект еще несколько раз продлевался. Главная причина – скрыть факт взлома. Это не портить имидж и деловую репутацию Демсил накануне выборов. То есть для них репутация дороже. Я не знаю, платил ли Либер кому-то деньги, но доступ был возвращен. После инцидента половина нашей команды была заменена, в том числе и я, потому что высказали свою позицию. Уже потом я узнал, что Либер придумал хитрый ход для того, чтобы скрыть факт взлома и возможные последствия. Он тупо сделал ребрендинг платформы, переименовав из «Новая Беларусь» в «Свое». В качестве работы над ошибками с января этого года главной фишкой приложения стало то, что они полностью позиционируют себя как приложение для диаспоры. То есть Либер попытался с себя снять ответственность за возможную утечку данных. Я читал новости, где он заявил, что приложение якобы перегружено и требует обновления. Но по факту количество ежедневных запросов уже давно снижается. Примерно в начале апреля мои друзья мне сбросили информацию о том, что личные данные пользователей платформы «Новая Беларусь» тупо слиты в сеть. Это может проверить любой желающий. И скажу вам даже больше, их теперь можно купить. Я лично писал Либеру, но он меня тупо игнорит. Я понимаю, что много людей в опасности, поэтому я обратился к нашим лидерам. Но я был удивлен, что эта информация также оказалась без внимания. Даже когда был стрим Павла на Еврорадио, непонятно, почему вопрос о сливе данных он не ответил. Понимая, какой происходит,
какой уровень коррупции, у меня не остается другого выбора, как рассказать просто всю правду. У меня есть все подтверждения, и каждое мое слово можно проверить. Тан да тан да тан дан. Тан да тан да дан. Тан да тан да тан да. Та-дан, та-да-дан.